Русский язык такой непростой, что нам Roland Club и Russian to the World пришлось объединиться в совместную организацию по борьбе с ошибками в изучении русского языка. Сегодня мы расскажем вам 8 вредных советов, о том, как не нужно изучать русский язык. а об этом мы спросим у эксперта по изучению русского языка, у Тода из США. Привет, Тод! Как дела? Привет, Ника. Привет, Арина. Мои дела отлично, спасибо. Всегда учи русский язык без цели. Зачем она тебе? Первая ошибка – не иметь цели. Какая цель вам нужна? Ну, почти любая, по-моему. Одни серьезные примеры, может быть, чтобы искать новую работу, или учиться в России, или путешествовать в Украине, или читать русскую литературу. В моем случае у меня есть довольно скромная цель – подружиться и общаться с людьми из других стран. Это простая цель, да, но самое главное – это мотивирует меня. Изучение русского языка – это для большинства людей трудный и долгий процесс, особенно и для меня. Он требует мотивации. Это очень легко говорить: «Ну, сегодня я устал, не хочу заниматься». Если вы не знаете, зачем вообще вы учите русский, вы найдете причины перестать. Так, знайте вашу цель. И помните, не надо иметь такой огромной, серьезной целью. Просто достаточно важной, чтобы вас мотивировать. К примеру, мой студент. Этот студент очень давно учит русский язык. И русский язык ему нравится. Но оказывается, почему? Потому что ему нравится русская девушка. И что? В один прекрасный момент эта девушка говорит ему: «Пока, дорогой!» И все, и у него нету мотивации. И он больше не хочет учить русский язык. Конечно, у него пропала цель, и теперь для него это целая проблема. Второй мой студент, он живет на Кипре, и он обожает языки. У него нет русской девушки, у него нет работы в России, но все же он учит русский язык, потому что он ему нравится. Это хобби, которое можно делать в свободное время. И теперь он даже может читать «Колобок» на русском языке. Здорово, отличный прогресс. И план для изучения русского языка вам тоже совсем не нужен. Ошибка номер 2 – не иметь плана. Если вы учите русский язык в школе или в курсах, ваш учитель или профессор даст вам план и также, наверное, экзамены для оценки прогресса. Но если вы учитесь самостоятельно, вам все еще нужен план. Ваш план не должен быть сложным, просто расписание с реалистичными небольшими задачами. К тому же, это хорошая идея как-то проверить свои знания, карточками, например. Если честно, я только недавно сделал план с расписанием. Мне жаль, что я не сделал его еще раньше. Если у вас нет плана, то учить русский язык может быть очень сложно. Вы должны каждую следующую тему связывать с предыдущей. Например, недавно одна девушка написала мне комментарий: «И как я могу понять, что стол мужского рода, и понять, какое прилагательное мне использовать?» На что я ей ответила, что сначала вам нужно изучить род имен существительных, и тогда следующая тема будет для вас простой и понятной. Как план вы можете использовать любой учебник русского языка. В нем все темы связаны правильно. Или, как вариант, найти себе отличного учителя русского языка. Бойся русского алфавита и никогда не проверяй, как читается слово. Зачем оно тебе? Ошибка номер 3. Бояться русского алфавита.
Если вы хотите начать учить русский язык, но кириллица кажется странной или сложной, не волнуйтесь. Я гарантирую, что вы будете читать русские слова и предложения уже через неделю. И вы почувствуете себя крутыми. Да. Русский алфавит отличается от всех других алфавитов. Но ничего не поделаешь. Нужно просто принять его таким, как он есть. Русские буквы не похожи ни на испанские, ни на английские. И поэтому очень важно тренироваться правильно их читать. Как их читать правильно? Лучше всего, конечно же, делать это с учителем, который умеет и знает, как это делать. Но также вы можете использовать YouTube или другие аудиоматериалы для того, чтобы знать, как правильно прочитать их. Да, и уже с опытом вы научитесь соблюдать все нужные правила чтения и ударения, и все остальное. Это только дело практики. Но приятная новость в том, что почти все буквы русского алфавита читаются так, как они пишутся. Только некоторые гласные и некоторые согласные звучат немного по-другому. Да, и это не так, как в английском языке, когда похожее написание читается совершенно по-разному, как в том стихотворении. Dearest creature in creation, studying English pronunciation, I will teach you in my verse sound like corpse, core, horse and worse. И наша месть в русском языке, слово «конечно», вашему английскому слово «you». Не работай над своим произношением и не повторяй за носителями языка ни в коем случае. Ошибка номер 4. Забывать о произношении. Можно сказать, что для ясного обучения хорошее произношение так же важно, как и хорошая грамматика. Постарайтесь говорить по-русски вслух как можно чаще. Повторяйте слова, фразы и предложения и попробуйте записать себя. Не ждите. Я приобрел много плохих привычек из-за того, что я не слушал аудио и мало говорил, когда я был в школе. И как говорят, от старых привычек трудно избавиться. На самом деле есть очень хорошая практика shadowing, когда вы повторяете все звуки точно так же, как носитель языка. Вы можете включить любое видео, можете даже сделать его медленнее и четко повторять все, что говорит спикер. Таким образом, вы можете улучшить ваше произношение и немного уменьшить ваш акцент. Сейчас мы с Никой покажем, как это нужно делать. Например, Ника – это Ахмед из Ирана. И она хочет, то есть он, и он хочет выучить русский язык. Итак, что он делает? Я включаю видео Иры на ютубе и повторяю за ней. Сегодня утром я чищу зубы. Сегодня утром я чищу зубы. Потом я одеваюсь. Потом я одеваюсь. После этого я быстро иду на работу. После этого я быстро перематываю назад. После этого я иду на работу. После этого я иду на работу. Ну, я думаю, вы уловили смысл. Просто повторяйте за носителем. Зачем тебе падежи и склонения? Грамматика – это отстой. Ошибка номер 5. Изучать слишком мало грамматики или слишком много грамматики. Вы должны найти равновесие здесь. По-моему, вам нужно выучить достаточно грамматики, может быть, из учебника, чтобы понимать базовую структуру почти каждого предложения, даже если вы не знаете значения. Я бы изучал склонения существительных и прилагательных, в каких ситуациях они используются и их окончания.
Я бы познакомился с глаголами совершенного и несовершенного вида. Я бы познакомился с глаголами движения. Но тогда, разве что вы хотите стать аспирантом или преподавать русский язык, я бы тратил меньше времени на грамматику и гораздо больше времени на изучение лексики, на навыки слушания и, может быть, самое главное, на разговорные навыки. Самый яркий и самый показательный пример – это Джон, который приехал из Америки. Он уже 6 лет живет в русскоязычной стране. И как он разговаривает? Он не хочет заниматься с учителем, он не хочет учиться по учебникам, он считает, что самый лучший метод – это запоминать фразы от русскоговорящих людей. И что в итоге мы получили? У него отличный словарный запас, он знает много слов, много выражений, но он до сих пор говорит вот так: «Я ходить в магазине» или «Я никогда хочу пить». Да, это очень частая проблема. Вообще грамматика – это как скелет языка. Это не главное. Только грамматика не поможет вам говорить на русском. Но без нее вы не сможете абсолютно точно. Поэтому грамматику надо учить, но не нужно на ней циклиться. Да, и не нужно заучивать ее на память. Нужно понимать, почему и как. Тогда она будет запоминаться лучше. Да, и правда? больше практики, просто больше практики. Даже не думай о TPRS или о сторителлинге. Он тебе вообще не нужен. Ошибка номер 6. Не использовать TPRS. TPRS означает Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Есть куча бесплатных таких уроков в онлайне с разными уровнями сложности. Чаще всего TPRS урок состоит из 2 частей. Первая часть – это интересная, может быть забавная, короткая история. Самое главное, что все абсолютно понятно. Вторая часть – учитель задает вам простые вопросы об истории. Вы должны сразу же ответить вслух, не думая, без пауз. Если вы не знаете ответ или не понимаете даже вопрос, тем не менее ответьте что-нибудь, например, «я не знаю» или «не понимаю». Часто, к сожалению, я сам говорю по-русски, как будто я сдаю экзамен. Например, «Привет, Юрий, куда ты?» Как сказать это? Какое окончание нужно? Не знаю. И цель этого метода обучения TPRS, что вы говорите автоматически и натурально. Опять же, мне жаль, что я не попробовал этот метод еще раньше. Есть очень хороший метод TPRS. Он становится очень популярным сейчас. Это изучение языка через сторителлинг, когда кто-то рассказывает историю и задает вам много разных вопросов. Сначала вопросы простые, потом немного сложнее, потом сложные. Например, это ручка? Да, это ручка. Это ручка или карандаш? Это ручка. Что это? Это ручка. Таким образом, каждый раз ваш ответ становится более осознанным. Вы учитесь думать, при этом слушаете историю и практикуете разговор. Комментировать то, что ты делаешь, никогда. Ошибка номер 7. Не комментировать свою повседневную деятельность. Это трудно мне произносить. Не комментировать свою повседневную деятельность. Повседневная деятельность – это то, что вы делаете каждый день. Например, вы просыпаетесь, завтракаете, ездите на работу, звоните другу, кормите собаку и так далее.
Итак, просто обратите внимание на такие действия и опишите их себе вслух, если возможно. Например, сейчас я обедаю, я ем суп, я ем салат. Не очень вкусно, к сожалению. Или когда вы едете на работу, я еду на работу, я уже опаздываю, я должен ехать быстрее, но я не хочу получить штраф на превышение скорости. Например, в книге ты прочитал: Россия ежегодно производит 80% валового продукта. Но куда мы это используем? Где ты будешь это говорить? Вместо того, чтобы говорить о валовом продукте, тебе нужно рассказать, что ты делаешь каждый день, что ты видишь, что ты чувствуешь. Поэтому отличный метод – это комментировать свои ежедневные занятия. Например, вот так. Сейчас я смотрю вот сюда и вижу камеру, поворачиваю голову и вижу Нику. После этого я поеду домой и потом буду обедать. Неправда, неправда, она лжет. Сейчас мы будем записывать еще одно видео. И потом мы уже будем не обедать, а ужинать. Это точно. Вот, поэтому очень хороший метод просто разговаривать сам с собой. То есть, что ты делаешь, то и говоришь. Итак, вы повторяете ту лексику, которая используется чаще всего, а это самая лучшая практика для вас. И еще, если ты комментируешь то, что ты делаешь, и ты не знаешь какое-то слово, это отличный повод заглянуть в словарь, узнать это слово, написать его на листике, наклеить на зеркало и в следующий раз, когда говоришь эту фразу, посмотреть и запомнить его навсегда. Если ты видишь носителя русского языка, беги от него, спасайся! И, наконец, ошибка номер 8. Бояться разговаривать по-русски. Иногда это большая проблема, я хорошо знаю. Даже сейчас я беспокоюсь, что я делаю ошибки. Но рано или поздно вам нужно просто попытаться разговаривать с носителем русского языка. Однако, вместо незнакомца, пожалуй, вы можете найти онлайн-партнера по языку. Также на Инстаграме есть учителя, которые будут болтать с студентами в прямом эфире. Или, и я это очень рекомендую, вы можете нанять профессионального репетитора русского языка. Я занимаюсь с Ариной. Наши уроки очень помогли мне и продолжают помогать мне. Воспользуйтесь любой возможностью общаться. В разговорах с носителями использовать все, что вы выучили, и также узнать то, над чем вам нужно еще поработать. Это может быть страшно, но может быть и захватывающе. Для меня нет ничего лучше, чем успешное общение с русскоговорящими. Например, у меня был один студент, который очень боялся разговаривать с носителями русского языка. Он думал, что его не поймут, он стеснялся своих ошибок. И он хотел сначала выучить русский до уровня C1 и только потом начать разговаривать на нем. То есть он хотел стать идеальным, а потом уже использовать этот язык. Но это так не работает. Чтобы научиться говорить, нужно говорить и говорить часто и много. Даже если ты только можешь сказать «я люблю», повторяй эту фразу каждый день. Причем добавляй какое-то новое слово. Я люблю цветок. Я люблю бегать. Но я не люблю бегать. Да, точно. И еще я тоже хочу привести пример одного студента, который приезжал на программу Homestay сюда к нам в Киев. И он разговаривает приблизительно на уровне B1, B2. И для того, чтобы окунуть его в среду, чтобы заставить его говорить на языке, мы делали с ним коммуникативные тесты. То есть я делала для него ситуации, живые ситуации на улице. Например, он подходил и спрашивал: «Добрый день, как вас зовут?
Или не подскажете, где аптека? Это и есть коммуникативные ситуации, которые помогают начать говорить. Не бойтесь, русские не кусаются. Итак, мы рассказали вам, что нужно и что не нужно делать в изучении русского языка. А уже вам решать, следовать вредным или полезным советам. У меня получилось, и у вас получится. Всем пока! Увидимся!